Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы будем разговаривать касательно Salvation, потому что, кажись, этот проказник у нас жив. Все не так просто с данным персонажем, и положительный он, либо отрицательный я сказать не могу, но все же давайте-ка пробежимся по некоторым фактам. Минуточку, секундочку, друзья, вы просили, я сделал. Вы хотели меня всячески поддержать и порекомендовали сделать бусти. В описании под видео будет ссылочка на это дело, это платная подписочка. Если хотите, то пожалуйста. Если вам неудобно, но хотите, есть ссылочка на обычные, привычные для вас донаты, которые тоже в описании под видео. А мы возвращаемся к теме данного видоса, потому что, ух, как интересно. Я серьезно. Это очень интересно. На моих часах сейчас 11:10 по московскому времени. Примерно через 5 часов будет известна следующая цель сообщества, если она, конечно, будет, и сразу же будет видео. И там уже будет понятно, куда мы будем с вами двигаться. Жду не дождусь данного момента, и, конечно же, будет видос, и, скорее всего, будет. Первое. Он был не на том мегашипе, который находился на орбите планеты HIP-22-460-10B. Он был на другом корабле. Он был на флотоносце Немезис. Вот, пожалуйста, скринчик вам, вырезанный из мультика от Фронтиров. Как видите, там, собственно, все это дело видно. Вы, конечно же, скажете, то, что флотоносец выглядит не так, когда мы сидим в кабине, мы видим перед собой, так сказать, посадочные и прочее. Друзья, сейчас я вам все покажу. Заходим, мои дорогие, в управление кораблем-носителем. Далее забегаем в дизайн. И открываем дизайн корабля-носителя. Сейчас это у нас дело прогрузится. И покажу. В этом месте отправляемся в конфигурацию корабля-носителя. Здесь у нас по умолчанию стоит Дрейк. И мы видим три варианта. Фортун, Наутилус и непосредственно Виктори. У всех у них, у Виктори, у Фортуны, у Дрейка, как вы видите, кабина наша находится в задней части, кроме Наутилуса. Она находится в передней части. И, скорее всего, он был именно на таком флотоносце. Еще там видно, какой был цвет окружения. И, скорее всего, это именно вот этот вот вариант, который у нас по умолчанию. Ну и вот, пожалуйста, я сижу в своем авике с той раскраской, желтые перила, та самая табличка с названием флотоносца, но передо мной, как вы видите, те самые посадочные площадки, которых там нету, потому что там другой корпус у флотоносца. Да и как бы само название флотоносца Немезис можно трактовать в зависимости от того, в каком виде оно подается, в каком контексте. Как заклятый враг, так и возмездие и так далее, и так далее, и так далее. Но как-никак заклятый враг звучит довольно стрёмно, особенно когда Фронтиры нам показывают это в том самом мультике. Но при этом, когда Salvation говорил на том видосике, нам показывался другой корабль, уже большой мегашип, и типа акцентировалось внимание на то, что он находится именно, в том месте. Ну и, как вы понимаете, он действительно был в том месте, но на другом корабле. Потому что что? А вот почему. Сейчас вы видите перед собой скриншот того, куда направлен взор, так сказать, направление, куда смотрит тот самый Bright Sentinel. И как это дело выглядит из кабины, где находится у нас Salvation. Так что же с ним в итоге-то у нас произошло? Потому что после первой волны Protoss Wave, когда запустили, так сказать, в первый раз данную пушку, произошла волна типа технологий стражей. Которая вырубила торговецкие корабли. Окей. Потом была вторая волна, где уже была типа торговецкая волна, которая вырубила все мегашипы, маджестики, фарагауты, корабли АИ, вооружение стражей, которое стало подыхать после этого во всей системе, и прочее, прочее, прочее. При всем при этом данный персонаж Salvation на данном корабле флотоносца Немезис, как вы видите, сидит совершенно спокойно, без паники, никуда не бежит, ни с кем не разговаривает, его не слышно в эфире, он просто сидит и наблюдает за тем, как это происходит. И вопрос почему?
Просто почему? Вдруг там реально какой-то портал открылся из серии Око Ужаса из Вархаммера, и он просто потом пронырнул туда своим флотоносцем, потому что не было анимации, зарядки, прыжка флотоносца, не было всех этих звуков, не было прыжка, не было этих молний и всего прочего. Вот как эта штука выглядит вблизи. А вот так вот она выглядит, если чуть-чуть подкрутить. Ребят, это похоже, блин, на портал. Ну, конечно же, учитывая данные скриншоты, можно сказать то, что флотоносец прямо смотрит туда, по направлению движения в сторону Протоуса Вейва и в сторону того, что там произошло. Хорошо, окей. По поводу направления движения немножко притянуто за уши, соглашусь. Но обратите внимание вот на что. Первый скрин. Расстояние до планеты. Второй скрин. Расстояние до планеты. Это еще, кстати, можно объяснить изменением угла обзора. То есть расстояние сейчас, на котором нахожусь от корабля, одно и то же, но когда я немножечко двигаю... Я на том же месте, но я типа приблизил. Угол обзора уменьшился. Может быть связано с этим, а может быть хрен его знает. В любом случае, я сейчас все сканирую, что находится рядом с HIP 22460-10B. То есть планету 10А я уже нашел, а 10B, ну где-то здесь вот рядышком у нас будет находиться. И она... Прям очень близко, но почему-то я не могу ее просканировать. В общем, фиг с ним. Они находятся очень рядом. Рядом нету никаких сигналов о разбитом флотоносце. Вообще. Есть, конечно, гигантская район-катастрофа и крупная район-катастрофа, но это не то. Но все же давайте-ка я проверю. Мало ли. Да тут даже подлетать смотреть не нужно. Обратите внимание, где сейчас находится гигантская район-катастрофа и где сейчас находится у нас все остальное. Вон наша HIP 22460-10B. Цвет у нее другой, потому что там все это было, ну, в мультике на основе, видимо, горизонтов. И как бы, ну, корабль не отнесет на такое расстояние. Потому что все остальные корабли остались на своих местах. Никаких сигналов, никаких, так сказать... мест, где все это дело у нас валяется, ну типа разрушенные обломки флотоносца Немезис. Этого нет. А Overlook, друзья, это немножко другое. Сейчас покажу на всякий случай. Вот как выглядит Overlook. Вот наш Bright Sentinel. Давайте-ка, я не знаю, посмотрим, как выглядит какая-нибудь кабина у него. Потому что, ну, кабина флотоносца, ее ни с чем не спутаешь. Там видно некие вставни. Ну, то есть, оконные рамки. Пожалуйста, можно так назвать. Тут я такого не вижу, господа. Вот прям вообще не вижу. А вы видите? Сейчас, наверное, не видите. А вот сейчас увидите. Тороплюсь, друзья, потому что здесь у нас торгоиды тусуются. А еще у меня застрял корабль. В общем, такого здесь, как на флотоносце, нету. Насколько мы знаем из Галнета, Salvation на связь не выходил. Что могло, собственно, произойти? Первый вариант. Он помер. Но... как он помер, если обломков данного флотоносца нету? Второй вариант. Он исчез. Вопрос. Куда он исчез? Продолжение второго варианта. Он исчез внутрь данной хреновины. Назовем это Око Ужасом, окей. Но что еще могло быть? Торгоиды прилетели и отбуксировали его? Плюс никто, друзья, не мог попасть флотоносцем в HIP 22460. Только один флотоносец был там. И это был флотоносец Немезис, за которым сидел Salvation. Так и еще прикол в чем? У нас HIP 22460, мы не можем опуститься ниже там 110 километров или что-то такое. Даже если выключим маневровые двигатели, корабль не провалится. Ну типа игровая условность, ограничения, никто туда попасть не может. Я думаю, что Salvation полетел туда. Только вопрос куда? Куда туда? Закрытый сектор, колл-сектор 70, где типа живут торгоиды. Куда он делся? Он просто нахрен исчез. Вместе с целым мегашипом. Ну, флотоносцем. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо за ваши просмотры. Лайкосики, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео будет ссылочка на плейлист по элиточке, где уже свыше 800 видео по данной игре. Я не знаю, кто столько в мире отснял. Вроде никто. Вообще никто. Я даже проверял, даже у зарубежных. Так что я молодец. ЧСВ выше горы, все дела. Как что новое появится по данной игре, ждите видос. От меня. Для вас. Сделаю.
на голой инициативе. Также будут и ссылочки на плейлисты по данной игре, такие как, допустим, обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торговые стражи, различные сигналы, гайды, добыча, деньга и прочее, прочее, прочее. Дофига. Просто их дофига. Со временем, думаю, тоже их будет больше. Типа из серии «Шизоидные теории» или что-то такое. Конечно же, будет и ссылочка на мой буст, если хотите поддержать меня платной подписочкой, почему бы и нет, или ссылочка на обычный донат, если вам тот или иной вариант неудобен. Но это, конечно же, по желанию. И ссылочки на социальные сети, такие как Трова, где проходят стримы, группа в ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал. Буду счастлив, если вы подпишетесь. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, а точнее сегодня на видео по цели сообщества, если она будет, и на стриме по цели сообщества, если она будет, ну либо на чем-либо другом, что я еще сегодня отсниму. Снимаю я много, как вы заметили. До встречи. Бонусная информация. Я не хочу сейчас просто вспоминать обо всем, что я записывал касательно различных экспериментов, но, насколько вы знаете, Salvation на протяжении целых 200 лет производил различные, так сказать, и не всегда, так сказать, гуманные, законные эксперименты, в том числе и над людьми, чтобы, так сказать, быть готовым к противодействию торгоидам, чего стоит лишь только проект Серов, где у нас такой момент был, где людей запихивали в торгоидские корабли и подключали к интерфейсу. Люди умирали, людей прокачивали различными кимбер-имплантами. И только один испытуемый выжил, который хотел что-то донести на Salvation. И что-то как-то эта информация дальше не продвинулась. И выживший, кстати, прожил столько же, сколько и сам Salvation, что довольно странно. Не стоит об этом забывать. А вот теперь, друзья, пока. И до встречи.